Кто ты? Паша Бицепс. Чего ты хочешь? Выше хитрей! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровой ноутбук HP Pavilion с процессором Intel Core i5 за 59 989 рублей. Медиамаркт. Давай, сердцем выбирай. А у нее банки побольше твоих будут, а? Привет всем, это Паша, это Маша. Паш, давай незамедлительно с первого вопроса. Недавно совсем прошел уже групповой этап. Я хочу начать с китайской команды. Естественно, и вполне нормально считается, что китайские квалы проходить сложно, но вы как-то не сказать, что прям очень сильно напрягаясь прошли эту команду китайскую King Gaming. Это они неправильные, нетипичные китайцы, какие-то слабенькие? Или вы настолько вот прямо сейчас максимально готовы и вот так себя чувствуете хорошо? Да нет, с ними на самом деле проблемно было вначале. Они нас неплохо так пошмонали по карте, неплохо так на малого там накинулись снизу. Мне пришлось его стоять защищать. АФК прям несколько минут. Я из-за этого свою линию отдал. Нас, короче, нормально так пошмонали в самом начале. Мы проиграли, очень много проиграли, скажем так, и потом пришлось все это камбэкать. Ну а то, что камбэкнули, это на самом деле, ну это вроде бы и наша заслуга, но они сами нам дали возможность камбэкнуть. Ну все равно, вначале-то они неплохо играли, вначале были, знаете, такие моменты, когда думаешь, блин, что-то явно не так. Ну, то есть то, что их называют в некоторых там, статьях, публикациях новой надеждой Китая, это не исключено такое, что... Время, если им дать, почему нет, кто знает, как все. Сначала я про Викс тоже думал, что это вообще какие-то не игроки, что им вообще не надо в эту игру играть. А видите, как обошлось. Может, с ними то же самое случится. Слушай, ну вот в последнее время Ваня Артстайл говорит, что в доту играть становится скучно. Вот. Как эта ситуация меняется на мейджоре? Тут вот нет такого ощущения? Тут это как-то все по-другому начинает происходить? Или тебе вообще, в принципе, не скучно играть в доту уже? Ну, компетитив мне точно не скучно играть. Матчмейкинг уже скучновато. Хотелось бы патч. Пожалуйста, если кто-то это смотрит. Ей, патч, да? Пожалуйста, да. Было бы неплохо. Мы хотим патч. И что-нибудь еще с матчмейкингом сделай, пожалуйста. Было бы очень супер. А то я уже в 7К назад нырнул. Мне хочется все-таки в 8. Спасибо. У вас был какой-то особенный настрой на Liquid? Мы обсуждали это и с Ильей, мы обсуждали это и с Вовой, что команда, которая победила на Инте, и еще никто до вас не успел их выиграть, и вы вот это сделали. Да, на самом деле, преувеличивать значимость этой победы тоже не стоит. Это групповой этап, это ничего. Это значит, но если прям вот честно, откровенно сказать, то из этой группы должны были выходить мы и Liquid. И просто, им пришлось на один день больше поиграть, потому что, я не верю, что мы проиграли в БО3, в БО1, то есть мы могли еще этим китайцам как-то залить, это мы умеем, но в БО3, допустим, я не верю, что мы проиграли или СГ, или этим китайцам. То есть логично предположить, что мы и Liquid выйдем из группы. То есть, в принципе, эта победа ничего не значила, кроме как приятные какие-то эмоции для себя, что это круто. Но на бумажке все будет в плей-оффе. Вот, что в плей-оффе случится, там уже решим увидеть. А тогда Liquid круто, очень приятно, мы их выиграли. Паш, и последний вопрос у меня к тебе. Ты как человек, который служил в армии, у которого есть военная определенная дисциплина, можешь мне сейчас вот пофантазировать в команде Virtus.pro, на каких позициях в армейской системе вы могли быть парни? Или хотя бы в каких войсках, может быть? Вот распредели их. Так, Леху мы поставим на КПП. Мы не будем про виды войск, мы прям вот в армии. Давай. Леху мы поставим на КПП, у него вид представительный, он может там стоять. Хорошо. Лавана мы сразу шлем на кухню, тут вообще Лаван у нас будет поваром. Потому что он готовит хорошо? Да, то это тоже. И любит, да? И не только готовит? Да, главное, чтобы приносил это удовольствие. Хорошо. А там как бы и два в одном можно. Я могу, кстати, на самом деле тоже в повара пойти спокойно, но все-таки я выбираю, поэтому я выберу себе что-нибудь интересное. А ты чем занимался, кстати, в армии? Там, короче, была элита, во всей части было там несколько человек, буквально вот в части, допустим, грубо говоря, 1000 человек, и вот 3-4 это были элита. Вот я был среди элиты. А как это, то есть все обычно по своему расписанию все делают, то есть там проснулся, побегал,
похавал, поработал, похавал, побегал. Поиграл в доту. Ну, там доты нет, такого не было. А Ну. я мог после обеда делать, что хотел, потому что я был коптером. У меня были ключи, у меня была своя комната в армии. Ничего себе. Свэг нужно Да. сейчас сделать. Эта комната была еще в карауле, то есть эта комната охранялась Нормально. пацанами со стволами, да. Хорошо. Ну, с оружием. Илюха можно на вышку, он высокий. Я не помню, правда, как у него со зрением. Но он высокий, его можно на вышку. А малого... Я не знаю, зачем он нужен в армии, честно. Ну, его можно для вида просто взять, чтобы прикольно было. А, нет, стой, его можно поставить на тумбочку, потому что на тумбочке он будет, ну, Все, малого на тумбочку. да, просто есть такое место такое, это как раз наряд там дневальный, он на тумбочке стоит. Вот Всё, малого туда нужно. А ты коптер. Да, Да, я дальше буду своей заниматься движухой. Я надеюсь, я с ними пересекаться, с этими ребятами не буду. Особенно с малым на тумбочке. Хорошо, настрой перед плей-офф, перед одним единственным, но очень важным и плотным днем. Какой? Да нет, хороший настрой, все хорошо. Надо будет постараться. Ну и если постараемся, то очередное месиво, походу, будет в гранд-финале. Не знаю, чем оно закончится. Посмотрим. И спасибо за открытие. Да. Спасибо за открытки, спасибо тебе за интервью Спасибо и за открытки. ответы. Спасибо еще раз. Спасибо организаторам за открытки.